Вы уже подготовились на праздник? Тогда сегодня я научу вас рисовать пасхальную открытку. Нам понадобится пятый формат любой плотной бумаги. Нарисуем овалы, вытянутые в форму яиц. Можно рисовать их в любом направлении. Главное, чтобы они плотно прикасались друг к другу. На каждое яйцо мы наносим рисунок и приступаем к самому интересному моменту – нанесение маскирующей жидкости на контуры рисунка. После того, как мы нанесем красочный слой, мы удалим ее. Чем разнообразнее будут рисунки на яйцах, тем ярче будет открытка. Дальше приступаем к цвету. В этой работе я использовала всего 5 цветов. Кадмий желтый, кадмий оранжевый, краплак, голубая ФЦ и зеленая. Важно, чтобы краски были очень яркими. Каждое яйцо будет иметь свой определенный цвет. Поэтому я их просто закрашиваю одним оттенком, а затем для усиления объема добавляю еще больше контрастов. Чтобы яйца выглядели более реалистичными, наносим собственную тень, слегка отступая от контуров. Так мы проделываем с каждым яйцом. То есть вначале мы заливаем одним цветом, усиляем данный цвет, делаем его насыщенным, наносим мазки по форме. Если хотим усилить оранжевый цвет, мы немного добавляем в него краплака. А если хотим усилить зеленый цвет, мы в него добавляем голубой ФЦ. А к желтому мы можем добавлять слегка голубого и оранжевого цвета. Чтобы показать отражение на яйцах, к основному цвету яйца добавляем соседний. Так у нас получается рефлекс. Так, на желтом яйце у нас появятся голубые рефлексы, на зеленом оранжевые, синие, фиолетовые, на красном синие, фиолетовые, на синем отразятся практически все цвета соседних яиц. Композиция у нас получилась немножко нестандартная. Некоторые яйца обрезаны, но это не страшно, так как мы создаем богатство и разнообразие узоров. Следующий этап – нанесение фона. Смачиваем чистой водой участки между яйцами, создаем сложные замесы и покрываем поверхность фоном. Обратите внимание, на каждом участке я смешиваю те цвета, в которые уже окрашены яйца. Например, если рядом лежат синее, зеленое, фиолетовое, красное яйцо, то я беру эти цвета, смешиваю на палитре до получения нужного оттенка. Где-то усиляю его красным, а где-то синим. В общей сложности получается неоднородный фон. Дальше я приступаю к третьему этапу – уточнению деталей. Чтобы подчеркнуть узор на яйцах, мы наносим падающие тени. Это придаст работе больше объемности и яркости. Для этого мы обозначаем источник света, определяем, с какой стороны он падает, в данном случае слева, тогда все тени будут справа. Соответственно, нанося падающие тени, мы отталкиваемся от основного цвета яйца, усложняем его, добавляя дополнительные оттенки и тонкой кистью подчеркиваем узоры. Стараемся не просто обводить вокруг узора, а наносим лишь кое-где, стараясь избегать освещенной части. Таким образом у нас получается эффект выпуклого орнамента. После того, как работа полностью подсохла, удаляем маскировочную жидкость. Посмотрите, что у нас получилось. Благодарю за внимание, надеюсь, было полезно.